Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы находимся в городе Молбол. Мы приехали сюда из Ослоба. И сегодня вам покажем его интересные места. Друзья, проведу сейчас вам небольшой обзор нашего отеля. Он находится на дороге. Вот здесь вот главная дорога города Молбол. Здесь можно припарковать байк. Здесь название нашего отеля. И сейчас пройдем к главному входу. Значит так, наша резиденция. Звоним звонок. Нам сразу же открывают сотрудники. Мы просто уже, естественно, все это проделали. Необходимо закрывать всегда дверь. Место у нас очень тихое, когда выходные не слышно шума местных, потому что иногда такое бывает, что ты остановишься в отеле на какой-нибудь улочке, и в соседних домах будут петь караоке, будут шуметь, будут устраивать местные праздники. С одной стороны, это неплохо, хорошо, что местные как бы веселятся, с другой стороны, немножко шумновато бывает в комнате. Здесь все идеально, никакого шума здесь нет. Здесь у нас находится ресепшн. Везде украшения, мне кажется, сделаны из ракушек, наверное. Быстро очень заселяют, отличнейший интернет. А на стойке регистрации у нас есть елочка. Готовимся к Рождеству. Вода всегда есть питьевая, есть горячая вода, поэтому можете либо заварить дошик, либо налить себе воды, либо сделать кофе, потому что здесь есть все необходимое. Здесь располагаются общие номера. По-моему, 3 или 4 номера, я точно не помню. Ну, наверное, 4, потому что называется ABCD. И у них есть общий туалет. В чем суть этих комнат? Вы, например, можете даже, если вы приезжаете сюда компанией, забронировать эти номера. И для вас будет туалет, который является общим, и душевая, как бы совместной на эти 4 комнаты. Также можно путешествовать самостоятельно и арендовать эти комнаты по 800 песо, что является небольшой ценой. Здесь такое большое помещение, где играют дети. Посмотрите, сколько для них различных активностей есть, поэтому, приезжая сюда с ребенком, вы будете знать, что он точно будет занят. Помимо того, что эта зона действует для отдыхающих в этом отеле, также можно сюда прийти просто дополнительно со своим ребенком и его здесь оставить играть на некоторое время. Это вот зона для скалолазания, я насколько понимаю. Но видите, совсем небольшая, то есть это для маленьких детей. Здесь работают вентиляторы, работают кондиционеры, поэтому здесь не жарко. Огромнейший батут, на котором, мне кажется, я бы сама с удовольствием бы попрыгала. Различные домики, станции, вот посмотрите, для готовки. Да, конечно, тут есть чем заняться ребенку. Очень много интересных домиков для них. Тут еще различные зоны для мальчиков, чтобы кататься на велосипедах, на машинках. Полицейская станция. Это, знаете, вот как у нас есть Кидзания, да, там с различными активностями. Больница. Так, что у нас здесь в больнице предлагается? Больничная койка, регистрация, супермаркет, замок для девочек, принцесс и горка. Огромное помещение. Я немножко удивлена, что в нашем отеле есть такая игровая зона. Ну, это здорово, и прям видно, что старались сделать интересно для детей. Не просто, знаете, поставить там пару горочек, что-то еще, а тут прям полноценно можно поиграть или устроить даже день рождения для своего ребенка, если вы находитесь в Молбол. Здесь зона у нас действительно как сад, не зря называется этот отель MGS Residence Garden Hotel. Все утопает в зелени, здесь проходят завтраки вокруг природы, огромных листьев. Иногда я со своим братом занимаюсь английским языком, теперь я знаю, где я буду именно здесь с ним заниматься. Буду уходить вот на эту террасу и любоваться этой зеленью, дышать свежим воздухом и заниматься с ним английским языком. Как видите, у нас все, сказала, утопает в зелени. Такой природный nature hotel. Здесь очень строго с курением, нельзя ни вейпы курить, ни сигареты, ни что-либо еще, только за дверью. Так же, как и если вы приезжаете на машине, на скутерах, тоже их парковать за дверью на специальной парковке, которую я вам показывала ранее. Сейчас покажу вам наш номер. Нам очень нравится наш номер, особенно учитывая его стоимость 1100 песо, это что-то бомбическое.
у нас комната номер 2. Здесь всего 2 таких похожих комнаты. Так, сейчас откроем дверь. Это у нас сеточка. Это у нас обычная дверь. Так, рассказывайте, пожалуйста. Добро пожаловать. Комнатка уютная, она достаточно просторная. Здесь есть даже еще экстра бед у нас, то есть дополнительная кровать. Помимо основной вот такой вот большой. О, приятно, приятно, матрас качественный. Ну, что у нас здесь есть? Телевизор. Можно смотреть чемпионат мира по футболу, решающие матчи. Есть стол, во-первых, стол, полноценный стол, за которым есть и лампа, есть и чай, кофе, пакетики такие большие, есть чайник, можно что-то самим заварить. Есть меню отдельное у этого места. Меню для завтраков, меню для напитков. Например, вот шейки, напитки стоят 130 песо, к примеру. И завтраки от 200 до 250. То есть весьма демократичные цены, можно не выходя просто заказать здесь. Хотя здесь совсем рядом есть и магазины, и 7-Eleven, и большой торговый центр. Вот, что еще здесь есть у нас? Холодильник, во-первых. Если вы останавливаетесь больше, чем на один день, то это достаточно вам поможет в существовании. Вот такой небольшой холодильник. Цветок, пусть и искусственный, но все же цветок. Помимо этого есть еще сейф, где вы можете хранить свои вещи. И свои миллиарды, свои доллары, иены, да, вход за рубли, 1100 песо. Соли, песо, тенге, возможно, что у вас есть, все храните. Вот такая вот полочка, типа шкафа, на которой лежат полотенца. Есть вешалки, можно вешать свою одежду, можно сюда складывать, можно вниз убирать. Зеркало. Причем большое, посмотри. Ну, большое, это я просто в нем большое, а так зеркало умеренное, не в полный рост, но умеренное. Вот, кондиционер филиппинский. Кондиционер филиппинский, представляем вашему вниманию. Дует отменно, регулируется с помощью ручных настроек, вот таким способом, как и практически везде. Все кондиционеры филиппинские. По нашей комнате все, остался Подожди, ты еще покажи, что тебе положили в подарочек практически. Фумитокс. Ну, фумитокс, мы пока еще не знаем, насколько здесь обитают комары, но иногда они бывают. Вот. Поэтому есть фумитокс, пластинки. И давайте пройдем еще одну интересную, светлую, светлейшую комнату, я скажу. Ну, добро пожаловать, великолепие. Я скажу, как в рай, как будто бы. Тут, значит, у нас есть душ, горячая вода, есть нагреватели, как видите, электрические. Причем для нас удивление, наконец-таки у нас есть, как перегородка называется она правильно, душевая перегородка. Да? Чистейший унитаз, прям такое королевское сиденье, большое зеркало и раковина. В целом, как обычно, но здесь есть небольшое украшение в виде маленьких цветочков. Ну и, в принципе, просто все очень чистое, очень красиво. Дополнительные принадлежности, зубная паста, шампунь, мыло. В общем, очень светло, красиво. И вода, конечно же, что? Она хорошо идет. Она льется. Сейчас мы пришли на завтрак. Завтрак проходит в такой специальной зоне. Здесь расположено несколько беседочек. И вот в одной из них уже для нас накрывают завтрак к определенному времени. Так, один завтрак у нас панкейки. Сюда также входят скрэмбл яйца и бекончик. Масло, мед. Еще нам принесут напитки. И еще один завтрак континентальный ждем. С вечера выбрали, а утром нам приготовили. В итоге получилось у Томочки завтрак с панкейками и с бекончиком, а у меня тостики. Но мы сейчас все это дело замиксуем, поменяемся. Также сейчас принесут нам еще кофе, сок, и это будет наш полноценный завтрак. Заряд бодрости на весь день. Сейчас мы решили арендовать скутер на 3 дня. Берем вот такой вот отличный аппарат. Это Honda, видимо, Click, ну 125, в общем, сил. Как мы это сделали? Мы вышли у торгового центра, поймали трицикл, сказали, что нам надо арендовать скутер. На трицикле мы за 100 песо доехали до места, где это можно сделать. Сам водитель нас провез там пару точек и нашли прекрасный аппарат. Я уже его попробовал. В общем, скутер практически новый, за 400 песо в день. Арендуем мы на 3 дня, то есть цена потрясающая. В общем, я очень доволен, поэтому у нас теперь на целых 3 дня будет скутер, чтобы на Молл-Бол посмотреть различные достопримечательности, съездить на какие-то интересные экскурсии также, потому что у нас будут экскурсии, но без трансфера. Будем сами добираться. В общем, супер.
Так, ребята, для того, чтобы арендовать скутер, естественно, нужны деньги и паспорт. Паспорт мы оставляем, но мы как-то не переживаем за это. Такая ответственная хозяйка нам все объяснила. Вот, контакты мы оставим в описании ее, вот, у нас ее визитка. Также в Инстаграме, если что, переходите в наш Инстаграм. После аренды скутера мы на нем приехали до пляжа White Beach. Он находится в 7 километрах от другого основного пляжа Панаксама. Правда, в отзывах мы почитали, что лучше всего приезжать на пляж через резорт, который называется HK. Да, что мы, собственно говоря, и сделали. Здесь припарковали скутер у дороги совершенно бесплатно и проходим внутрь тоже через резорт. Никто нам не запрещает здесь проходить на пляж. Сейчас мы идем гуляем вдоль береговой линии. No, maybe later, thank you. Пока мы гуляем, нам уже предлагают кокос. Возможно, чуть позже мы его и возьмем. Кокосы здесь должны быть недорогие, питьевые. Пляж называется White Sand, как я и говорил. Но песочек может быть и белый, но не настолько, насколько это возможно. Сейчас, правда, немножко еще пасмурно. Чуть-чуть накрапывал дождик. И вообще этот пляж в себе совмещает, в принципе, как пляжный отдых. Здесь можно полежать, отдохнуть, порелаксировать. Также еще и поснорклить. Чуть дальше есть риф, где можно поплавать с маской, с трубкой, посмотреть подводный мир. Поэтому этот пляж в себе совмещает вот эти вот приятное с полезным, так сказать. Мы все ждем, когда выйдет солнышко, но солнышко не выходит. Это как обычно, знаете, утром потратили время на то, чтобы арендовать скутер, заехать в магазин. И в итоге приехали на пляж только к часу дня. И вот уже здесь провели целый час, солнышко пока не вышло. Хотя с утра было великолепное солнце. Ну ладно, ничего страшного, даже если не выйдет солнышко, я вам покажу этот пляж подробно. Сначала скажу в одну сторону, потом в другую. Друзья, наверное, вообще в целом стоит рассказать, куда мы приехали. Мы находимся в городе Молл-Бол. Он знаменит практически там двумя экскурсиями. Первая экскурсия – это каньонинг, на который мы отправимся с вами завтра. И это вы приезжаете на водопад, там по горной реке делаете небольшой трекинг в жилетах, в специальном защите, шлеме. Вот, будет весело, интересно, все посмотрим. Вот, и вторая популярная вещь в Молл-Бол – это у нас плавание с сардинами. Снорклинг с сардинами, также там на пляже иногда встречаются черепахи, но это уже будет видно, конечно, увидим, не увидим. Так, а этот пляж, он такой, знаете, как бы больше для того, чтобы отдохнуть, порелаксировать. Мы приехали в Молл-Бол из города Осло. Приехали мы с двумя пересадками, потому что мы жили в гестхаусе, который находился у дороги. Вот, поэтому мы вышли на дорогу, доехали до автобусной остановки, до Бату, насколько нам известно. И там пересели уже на следующий автобус, который шел до Молл-Бол. Примерно по стоимости наша поездка составила 300 песо за двоих. Вот, это один момент. А по времени это у нас заняло вместе с пересадкой, ожиданием автобуса, то, что мы сначала один раз вступили и пропустили наш автобус, где-то часа 3. Вообще добраться можно за 2 часа. Все основные отдыхающие остались вот здесь, пока я вам рассказывала, шли. Здесь уже меньше отдыхающих. Где-то в метрах 100 располагаются небольшие гестхаусы. Их совсем здесь немного, потому что это пляж непопулярный, он находится вдали от основного пляжа Панаксама. Но есть и некоторые такие красивые места, зеленые, более уединенные, в тишине. Отсюда открывается даже очень райский вид, потому что нет людей, сидит красивая филиппинская девушка, здесь пальмы, вдалеке видно местную лодку. Вот, наверное, дальше я не пойду. Там уже какие-то частные резорты. Пойдем в другую сторону, которая чуть более популярна. Хотя, как по мне, так вид здесь наиболее красивый, чем там. Повсюду есть небольшие палатки с напитками. Также, вот, посмотрите, видите, один из резортов. Здесь, получается, продают напитки, а внутри сам резорт. Вот такие есть красивые бунгало.
Еще не рекомендуют приезжать на этот пляж в выходные дни, потому что в выходные сюда приезжают местные, они арендуют здесь зоны барбекю и отдыхают. То есть здесь становится шумно, они приводят сюда караоке, поэтому получить удовольствие от тихого отдыха не получится. Несмотря на то, что сейчас есть бунгало, немного резортов, гестхаусов, их не так много здесь. Вся основная их часть сосредоточена на Пангсама-роуд, рядом с пляжем Пангсама с одноименным названием. Вот, потому что там снорклят, купаются. Хотя пляж, не сказать, что он супер пригоден для купания, он больше именно для снорклинга. А вот здесь вот можно искупаться. И вот сейчас я прохожу другую часть пляжа. Она более оживленная. Здесь как раз есть вот такие вот палаточки. Я их называю палатки для барбекю, потому что местные здесь устраивают ланч. Вот, есть специальные барбекюшницы, где готовят мясо. На этом пляже также можно купить себе маску, трубку, если вдруг вы не взяли. И здесь вот прямо написано, что можно арендовать эти беседки. Там, где больше беседок, там больше местных, которые также отдыхают, купаются. Если они видят проходящих туристов, ну, именно те, кто арендует эти лавки, они подбегают, предлагают различные активности, предлагают кокос, пока мы узнали, что стоимость кокоса здесь 100. Это самый дорогой кокос, какой мы пока видели, потому что на Эльнида, в Короне, в Маниле они были везде по 50. Здесь предлагают по 100. Дальше пляж заканчивается и начинается резорт. Кстати, говорят, что вход на этот пляж платный. Раньше был 10 песо, для скутеров 30 песо. Но мы заехали через резорт, и для нас он получился бесплатным. В общем, ребята, путем недолгих уговоров отдали мне этот кокос за 50. Сказала, больше нету, взяла с собой заранее 50. Да потому что знаю, что в городе они стоят 50, это они здесь по 100. Ну вот, солнышка нет, но кокос есть. Ждали мы, ждали солнца, но оно так и не вышло. По-прежнему все небо укутано в облаках. Но в любом случае надо искупаться. Тем более, что водичка тепленькая здесь. Заход в воду более-менее. Конечно, если у вас есть коралки, резиновые тапочки, то можете их использовать. Если нет, то можно зайти и без них. Я думаю, вот здесь примерно метров 30, наверное, 40. Можно поплавать просто ради отдыха, а дальше уже можно надеть маску и трубку и посмотреть подводный мир чуть-чуть подальше, вон там. Я думаю, сейчас я искупаюсь, потом Томочка пойдет поснорклить немножечко. Посмотрим. Ну, водичка в любом случае приятная, прозрачная, такого прозрачно-бирюзового цвета. Наверное, не самый какой-то идеальный, лучший пляж, но все равно хорошо, что он здесь есть, потому что другой пляж, на который мы с вами отправимся уже завтра, он пригоден в основном лишь для снорклинга. А здесь можно немного и почилить, отдохнуть. Немножко поснорклила и хочу сказать, что здесь достойный подводный мир, потому что когда ты отплываешь метров на 30, там начинается красивый риф, очень разнообразные рыбы, даже морские звезды. Мы все это видели на видео. Мне понравилось, поэтому я думаю, даже сюда очень многие приезжают не для того, чтобы получить солнечные ванны и покупаться, а именно для того, чтобы посмотреть подводный мир. Сейчас мы уже не спеша собираемся ехать обратно. Мы довольны, что сюда приехали. Несмотря на то, что солнышка не было, но зато был богатый подводный мир. Также у нас впереди ждет еще богатый вечерний ужин, который мы вам тоже покажем. Владельцы
владелец нашего отеля крайне нам рекомендовал это место, потому что оно пользуется популярностью среди местных и ориентируется на местной филиппинской кухне. Называется оно Венс Kitchen. Так, нам уже, друзья, принесли наши блюда. У нас сегодня 2 блюда. Это, можно сказать, свинина по-филиппински. Надо смешать яйцо очень быстро, пока шкварчит сковородочка. Называется порк сисик. Порк сисик. Да. Также у нас тут еще курица адобо. Курочка адобо – это курочка в таком соевом соусе, также с филиппинскими специями различными. Вот, и получается очень Тоже вкусно. рис. Подается с риском, который в виде сердечка сегодня у нас. Ну давай попробуй, пока горячее. Давай. Ну, это очень вкусно. Мне кажется, это вообще по твоей части. Во-первых, потому что Кирилл любит свинину. А во-вторых, потому что я люблю яйца. Вот. А свинина с яйцом великолепно, еще и с овощами. Ну, все посолено прекрасно. Небольшое Правда, это надо количество. есть еще с рисом. Да. Но поскольку рис мы видим часто, нас, конечно, больше интересует мясо. Вот, но, в принципе, добавить, ну, или как-то вот так вот можно, в прикуску, либо вот так. О, а здесь курочка. Давайте ее тоже сразу попробуем. Ну да, чего откладывать. Собственно говоря, более тушеная. Ну, скорее всего, немного обжаренная, а потом Да. тушеная. Так и есть. Ну, очень нежно, мягкое мясо. Если вы едите курочку, свинину, если вы все едите, то все едите, то можете без зазрения совести пробовать филиппинскую еду. Это вот именно чисто филиппинские блюда. Из курицы добавили соус в рис, и он стал просто великолепный. Рис рассыпчатый, очень вкусный. Мы заказали себе 2 смузи. У меня манго, у Кирилла банановый. Мне нравится, кстати, смузи больше, чем шейки, потому что шейки, они такие, знаете, со льдом, а смузи, они с йогуртом, с сахаром. С молочком, очень наверное. вкусные, да. Еще надо сказать про цены. Про цены, которые нас радуют на Филиппинах. Это точно. Стоимость среднее блюдо это 200-250 песо. Да. Что совершенно недорого. Самый знаменитый десерт на Филиппинах – это манго флоут. Мы пробовали уже в нескольких ресторанах, и везде он всегда вкусный. Поэтому мы решили попробовать его также и здесь. Кстати, видите, флоут – это как лодка, да, которая состоит из нескольких уровней. Слоев, да. Из нескольких слоев. Готовится, мне кажется, по принципу, как и тирамису. То есть есть бисквит размоченный, соус и фруктик. Давайте попробуем. Безошибочный вариант. Очень вкусно. Ресторан располагается на главной туристической улице, которая называется Панаксама. Так же, как и пляж, который здесь находится рядом. Поэтому будете проходить или проезжать, вы обязательно увидите этот ресторан. Поэтому смело сюда заходите, мы его вам рекомендуем и оставим на нее на всякий случай еще ссылочку в описании, чтобы вы точно не заблудились. А если вам понравился наш ролик, обязательно ставьте лайки и задавайте нам вопросы о Филиппинах в комментариях. Все, друзья, всем пока, скоро увидимся. Всем до новых встреч!